Время меняет каждого из нас. Лица становятся зрелее, улыбки чуть тише, а взгляд глубже. Но есть актеры, которые с годами не теряют свою харизму, а лишь усиливают ее. Их путь – это история роста, упорства и постоянного преображения. Хён Бин именно такой. Вспомним, каким он был в далеком 2010 году, когда о нем мечтали миллионы, и посмотрим, каким он стал сегодня символом корейского кино, зрелости и безупречного стиля. 2010 год стал для Хён Бина одним из самых ярких этапов в его карьере. Ему было 28 лет, и именно в этот период он окончательно закрепил за собой статус одного из главных романтических героев Южной Кореи. Главной причиной этого успеха стала дорама «Таинственный сад», которая превратилась в настоящий феномен и вывела актера на новый уровень славы. Тогда Хён Бин выглядел по-особенному молодо и свежо. Его лицо сочетало в себе мягкость и мужественность, а улыбка, казалось, могла растопить любое сердце. Легкая небритость придавала образу чуть больше брутальности, а аккуратная стрижка с легкой укладкой создавали ощущение простоты и естественности. Он умел производить впечатление без лишнего пафоса, каждый его выход на публику или появление на экране вызывало волну обсуждений. В стиле того времени он отдавал предпочтение классическим пиджакам, пальто нейтральных тонов и свитерам, которые подчеркивали его утонченность. Он выглядел не как недосягаемая звезда, а как человек, с которым зрители могли себя ассоциировать, и именно это вызывало к нему особую симпатию. Популярность Хён Бина в 2010 году достигла невероятных масштабов. Его лицо было на обложках ведущих журналов, он становился лицом рекламных кампаний, а фанаты по всей Азии устраивали масштабные встречи, чтобы увидеть его хотя бы на несколько секунд. Это был год, когда он окончательно вошел в золотую эпоху своей карьеры, став не просто актером, а символом романтики и искренности в корейском кинематографе. Прошло 5 лет, и Хён Бин уже выглядел совершенно иначе, более зрелым, уверенным в себе и с новым взглядом на карьеру. В 2015 году ему было 33, и этот возраст четко ощущался в его образе, черты лица стали более резкими, взгляд серьезным, а движения спокойными и выверенными. Он перестал быть просто романтическим героем и начал постепенно входить в амплуа мужчины, способного сыграть сложные, глубокие роли. За эти годы он пережил важный этап в своей жизни – службу в армии. Армейская дисциплина изменила его физически и психологически. Он вернулся с более подтянутой фигурой, крепкой осанкой и уверенностью, которую сразу заметили зрители. Внешне он стал выглядеть мужественно, легкая округлость щек исчезла, а скулы и линия подбородка стали более четкими. В плане стиля в этот период Хён Бин все чаще появлялся в образах, подчеркивающих его новую харизму. Вместо мягких кашемировых свитеров и простых пальто в его гардеробе стали преобладать строгие костюмы, темные оттенки и более смелые, модные сочетания. Даже в повседневной жизни он выглядел как человек, который точно знает, чего хочет. 2015 год стал для него годом возвращения в большое кино. Он начал выбирать проекты, которые требовали серьезной актерской подготовки и отличались от легких романтических сюжетов. Это был период, когда зрители впервые увидели его не только как символ романтики, но и как сильного драматического актера. Его популярность не угасла, а, наоборот, стала более устойчивой. Если в 2010 году его любили за молодость и обаяние, то теперь ценили за глубину и зрелость. Этот год стал переходным временем, когда Хён Бин оставил позади образ милого героя и начал строить новую, более серьезную карьеру. 2025 год встречает Хён Бина в статусе настоящей легенды корейского кино. Ему 43 года, и этот возраст только добавил глубины его образу. Сегодня он не просто актер, а символ зрелости, стиля и стабильности.
Его имя по-прежнему вызывает восторг у миллионов фанатов по всему миру, а новые поколения зрителей открывают для себя его работы и влюбляются так же, как это было 15 лет назад. Внешне Хён Бин выглядит впечатляюще. Лицо обрело благородные возрастные черты, взгляд стал еще более глубоким и выразительным. Четкие линии скул, ухоженные волосы, легкая, едва заметная седина на висках придают ему особое обаяние. Он стал тем мужчиной, чей авторитет чувствуется без слов, достаточно лишь одного взгляда. В плане стиля в 2025 году он продолжает придерживаться элегантной классики. На красных дорожках он все так же появляется в идеально скроенных костюмах от ведущих мировых брендов, а в повседневной жизни сочетает удобство с утонченностью: качественные пиджаки, кашемировые свитеры, светлые рубашки. Даже в простых образах он выглядит безупречно, что стало его визитной карточкой. На карьерном уровне Хён Бин остается востребованным и продолжает выбирать проекты, которые раскрывают его как серьезного актера. Он снимается реже, но каждое его появление на экране становится событием. Его уважают не только за талант, но и за то, что он всегда держит высокую планку в работе, не позволяя себе участвовать в слабых проектах. В личной жизни он женат на Сон Е Джин, и их пара считается одной из самых красивых и гармоничных в индустрии. Несмотря на бешеный ритм профессии, он сохраняет баланс между карьерой и семьей, что вызывает уважение и вдохновение у многих его поклонников. 2025 год – это год, когда Хён Бин окончательно утвердился как икона стиля, пример мужской харизмы, человек, который сумел сохранить и приумножить свою популярность, пройдя длинный путь от романтического героя до зрелого мастера актерского искусства. История Хён Бина – это история о том, как талант, труд и верность себе могут превратить молодого актера в легенду. Он прошел путь от обаятельного парня в романтических дорамах до зрелого мастера, чьи работы ждут и ценят по всему миру. Время изменило его внешность, сделало черты более строгими, но не отняло главное — ту искренность, с которой он смотрит на зрителя с экрана. Сегодня Хён Бин — это не просто лицо корейского кино. Это символ того, что возраст может стать союзником, а не преградой, если продолжать расти и любить свое дело. А теперь вопрос к вам. Каким для вас был Хён Бин в 2010 году и каким вы видите его сейчас? Напишите в комментариях, какой период его жизни вам ближе, и посмотрим, какой образ победит в нашем небольшом голосовании.